Доброго вам дня, друзья! Всех приветствую вас я. Вам сегодня расскажу, как чуть не купил Ниву. Я приехал на ремонт, Opel свой загнал на пост. Только вот пришла беда в тот салон со мной с утра. Ждать ремонта я устал и с дивана тут же встал. Обернулся, посмотрел. И вдруг будто я прозрел, почему мне сейчас Opel не сменить за час. Перед взором марки две. Volvo был и Chevrolet. Но такие вот дела, не банкир и не звезда, да и взяток мне пока не давали никогда. Выбор прост стал, и тогда к Chevrolet я повернул глаза. К Ниве смело устремился, и в уме я приценился. Если Opel продам и немного денег дам, эту Ниву заберу и домой на ней помчу. Пусть не Opel то в то, но и Нива, коль навье, в принципе-то неплохо. К первой Ниве подхожу и на ценник я смотрю. Там без малого 600. Думал, глаз уже не тот. Я внимательно смотрю, ничего здесь не пойму. Но в руках себя держу. К Ниве я другой иду. И ответ уже ищу, что, конечно, продавец ценник спутал, вот подлец. К этой Ниве подхожу, мол, ожидание подтвержу. Я на ценник здесь гляжу, но будто ужас я смотрю. 720 тысяч рублей просит за нее злодей. Что-то здесь мне поплохело, а в глазах вдруг помутнело. До дивана я допрел, а мозга штурм уже пошел. И ответ я вдруг нашел. К продавцу тогда пошел и сказал ему, что я догадался, что цена нереальна здесь не зря. И что торгаши всегда цены крутят в небеса, когда Дед Мороз с Снегуркой тронутся к нам с севера. Ему в лоб я говорю, что, возможно, я куплю, и эту Ниву здесь возьму. Но за цену не твою, но за 500 я сейчас куплю. Продавец вдруг замолчал. Он странно на меня взирал, а потом вдруг мне сказал, что он цен не рисовал. Также мне он клятву дал, что он скидок 200 тысяч отродясь не раздавал. Потом мне Ниву показал, ее плюсы рассказал. Он хвалил ее просвет, и что ручки здесь все в цвет, АБС и тормозов, и подушки для мозгов, сзади камера одна, и парктроников гряда, для тех, кто ездит задним ходом, не умеет ни шиша. А еще здесь магнитола, подогрев есть лобового, рейлинги на крыше есть. Он все дальше говорил, но я уже поплыл. Он почти что убедил. Я к дивану вновь шагал, а мозга штурм не утихал. И тот вопрос атаковал, мол, где торгаш ту цену взял. Ответ я долго не искал и к продавцу уже бежал. Его я долго не искал. За шкафом рядом он стоял. Ему я честно рассказал, что снова все пересчитал и замысел их разгадал. Ему расчет я рассказал и показал им весь отчет, что цену опции оценил, их стоимости я сложил. И вот расчет мой показал, что продавец не рассказал о том, что золото кусок он спрятал где-то под полок. Торгаш тут снова замолчал, а правый глаз его моргал. На левом вены надувались, лицо же кровью наливалось. Его спросила, как дела, и, может, помощь вам нужна? Но он ответил, не беда, и, мол, генетика моя так проявлялась иногда. Тут кое-как, сложив слова, торгаш мне молвил, чуть дыша, что от завода не слыхал, и золото туда он сам не клал. Снова в думы я ушел, я в медитацию пошел. Тут сон осознанный возник, и в хроники Акаши я проник. Я задал там один вопрос, а вот ответ пришел мне прост. Ты пониже посмотри, да и глаза свои протри. Я к машине подхожу, и под низ я ей глажу, лежу. Так ответ и нахожу. Слева там подвес стандарт, ну а справа люкса класс. Потому у той пружины здесь совсем другой раскрас.
Я ответом умиленный, светом духа озаренный, направляюсь к продавцу. И сейчас я попрошу мне пружину поменять, и можно сразу оформлять. Подхожу к его столу, но продавца не нахожу. Я коллег его прошу мне помочь, пока я жду. Но они все говорят, что стажера лишь 2 дня. Я салон весь обошел, но продавца так не нашел. К туалету подошел, но там табличку лишь нашел, что не работал он пока. Из-за двери едва-едва рыдал там кто-то, чуть дыша. Вот так я не купил, друзья, за пол-лимона шевика. Я прошу вас не лениться и к каналу подключиться. Коль деньгами ты богат, можешь кинуть на донат. Что еще я вам скажу? На канале вас я жду.